Всем привет! С вами Елена, и это канал Вот бы мне. Друзья, в этом видео шаг за шагом вы можете вместе с нами заполнить анкету на участие в лотерее Green Card. Нашими видеоинструкциями на тему заполнения анкет на участие, на получение миграционных и неиммиграционных виз, на тему сбора документов и подготовки к медосмотру воспользовались уже тысячи человек. И я с уверенностью могу сказать, что наши видеоинструкции самые удобные, полные и актуальные в YouTube. В них нет ненужной информации и воды, а потому они не растянуты по времени. И самое главное, мы все пункты объясняем максимально простым языком, а потому разобраться в них сможет абсолютно каждый. Мы сами подавали заявку на участие 5 лет подряд и наконец-то выиграли в лотерею DV 2021, а потому делимся всеми знаниями, накопленными на личном опыте. Я уже неоднократно рассказывала, как опасно обращаться к посредникам для заполнения анкет, так что обязательно сделайте это самостоятельно. Включив эту видеоинструкцию, вы поймете, что ничего сложного нет. Рекомендую посмотреть это видео дважды. Первый раз просто для ознакомления, чтобы понимать, какие документы и информацию необходимо подготовить, а во второй уже вместе с нами пошагово заполнить анкету, ведь время, отведенное на подачу заявки, ограничено и составляет всего 30 минут. Участие в лотерее абсолютно бесплатное. Заполнять анкету необходимо только на официальном сайте dvprogram.state.gov, ссылку на который я оставлю в описании. Есть много фишинговых сайтов и мошенников, так что будьте предельно внимательны, вводя ссылку с сайта. Форма анкеты на английском языке, и заполнять ее необходимо также на английском. Итак, начнем. Попав на сайт dvprogram.state.gov, у вас будет возможность ознакомиться с инструкцией по заполнению формы DV на английском языке, а также с требованиями для фото. Но нас интересует зеленая кнопка, которая называется Begin Entry. Нажав на нее, вы попадете на страницу, где необходимо ввести проверочный код с картинки, чтобы система понимала, что вы не робот и вводите данные самостоятельно. Ввели код, нажимаем кнопку Submit. Открывается первая часть анкеты. Я настоятельно рекомендую копировать и сохранять все ваши заполненные данные в отдельный документ. Позже вы поймете почему. Для вашего удобства я буду называть номер пункта и переводить его сразу на русский язык. Заполняйте и перепроверяйте все данные внимательно, чтобы потом из-за какой-нибудь ошибки не быть дисквалифицированными и не упустить свой шанс. Пункт номер 1 – имя. В первую строку вводим фамилию латиницей так, как она прописана в вашем загранпаспорте. Обратите внимание, что последних несколько лет для подачи заявки на участие в лотерее заявителю необходим именно загранпаспорт. Далее вводим имя. И далее middle name. Это среднее имя, которого в загранпаспорте обычно нет, поэтому обязательно проверьте. Если в загране его нет, ставим галочку No middle name. Если указать неверно, на этапе прохождения интервью вас дисквалифицируют, как случилось со многими победителями лотереи DV 2021 в этом году. Пункт номер 2 – пол. Тут все просто. Выбираем ваш пол и переходим к следующему пункту. Пункт номер 3 – дата вашего рождения. Обратите внимание, что сначала указываем цифрами месяц, затем день и потом год. Пункт номер 4 – город вашего рождения. Чтобы написать название населенного пункта правильно, можете зайти в Google Maps, найти населенный пункт вашего рождения, а затем перевести в настройках языка страницу на английский. Пункт номер 5 – страна, в которой вы родились. Нажав на эту строчку, вам предложат выбрать страну из списка. Просто находите вашу и выбираете. Еще один нюанс. Если страны, в которой вы родились, уже не существует, например, одной из стран бывшего Советского Союза или Югославии, указывать необходимо название той страны, к которой относится место вашего рождения на данный момент. Пункт номер 6. Приемлемость вашей страны для участия в лотерее. В нашем случае этот пункт мы не заполняем и оставляем галочку на Yes, то есть да. Этот пункт необходимо заполнять лишь в том случае, если ваша анкета не подходит для участия в DV-лотерее. О том, что делать и как все-таки подать заявку в таком случае, я рассказывала в другом видео, ссылку вы найдете в описании. Переходим к пункту номер 7 – паспорт. Повторю, речь идет про загранпаспорт, и он должен быть действителен на момент заполнения анкеты. И желательно еще ближайших 2 года, потому что результаты лотереи будут доступны лишь в мае следующего года, а собеседования и вовсе начнутся через год и будут проводиться еще год, и когда вызовут на собеседование именно вас, никто не знает. Но если срок действия истекает раньше, не беда, вы сможете заменить паспорт на новый уже после того, как узнаете, что стали одним из счастливчиков.
Вписываем вашу фамилию, имя и ставим галочку No Middle Name. В общем, все как в первом пункте заполнения анкеты. Далее указываем номер вашего паспорта, который обычно состоит из букв и цифр. Следующий пункт – это срок действия вашего паспорта. Обращаю внимание на то, что в первую очередь указываем месяц, затем день и в конце год. Следующий подпункт – страна выдачи. Из предложенного списка выбираем страну выдачи загранпаспорта. Подпункт Б пункта 7 вас не касается, если у вас на руках есть действующий загранпаспорт. Тут ставим галочку только в том случае, если загранпаспорта у вас нет по следующим причинам. Вы лицо без гражданства или гражданин страны с коммунистической формой правления, и именно поэтому не можете получить загранпаспорт. А также, если в вашей стране нет такого документа, как загранпаспорт, но вы получили индивидуальный документ, который равноценен загранпаспорту правительством вашей страны. Пункт номер 8. Добавить фотографию. Она должна соответствовать определенным требованиям, о которых я рассказывала в другом видео. Ссылка на него появится сейчас в правом верхнем углу экрана и в описании под видео. Кстати, понадобится не только ваша фотография, но и фотография вашего супруга или супруги, если вы состоите в браке, а также фото всех ваших биологических детей от текущего и предыдущего брака, в том числе всех усыновленных детей и детей вашего текущего супруга или супруги, даже если вы их не усыновили. И даже если дети не проживают с вами и не планируют эмигрировать в США в качестве вашей семьи. Фотографии детей не понадобятся только в том случае, если им уже исполнился 21 год, а также если они вступили в брак и тем самым по законодательству США детьми больше не считаются. В общем, как вы видите, довольно сложный момент с фотографиями, так что обязательно посмотрите отдельное видео на эту тему, ведь неправильно сделанное фото или отсутствие фотографии ребенка или супруга приведет к невозможности заполнить анкету или дисквалификации вашей заявки. Кроме того, о параметрах и требованиях к фотографии я коротко расскажу в конце этого видео, так что досмотрите его до конца. А если фотография уже готова и находится на вашем компьютере, телефоне или планшете, с которого заполняете анкету, нажимаем на кнопку Choose New Photo, то есть выбрать новую фотографию, и выбираем ее. 9 пункт анкеты – почтовый адрес. В данном пункте указываем физический почтовый адрес. Это даже не обязательно должен быть адрес вашего проживания или прописки, но вы должны иметь доступ к получению писем по этому адресу. Вам, скорее всего, ничего отправлять на него не будут, но заполнить этот пункт все равно необходимо. Пункт А. На чье имя высылать письмо. Можете его оставить пустым, вписать имя получателя, если это не ваш адрес проживания, или продублировать свое имя и фамилию. Пункт Б. Строка адреса 1. Вписываем улицу, дом, квартиру, перепечатав название с английской версии Google карт или самостоятельно переведя кириллицу в латинские буквы. Пункт С. Строка адреса 2. Здесь вписываем часть адреса, если он не уместился целиком в строку выше. Если все влезло в пункт Б, этот пункт оставляем пустым. Пункт Д. Город, населенный пункт. Указываем только название населенного пункта и ничего больше. Пункт И. Пишем район, область, провинцию, штат, к которому относится ваше место жительства. Пункт F. Указываем postal код, то есть почтовый индекс. И в пункте G выбираем страну. Переходим к пункту номер 10. Здесь из предложенного списка необходимо выбрать страну, в которой вы проживаете на данный момент. Если, например, вы имеете гражданство Украины, но по рабочему контракту или ВНЖ на данный момент проживаете в Бельгии, выбирать необходимо Бельгию. 11 пункт – телефонный номер. Номер вашего телефона указываем в международном формате. Пункт номер 12 – электронный почтовый адрес. Дважды вписываем свой электронный адрес и двигаемся дальше. 13 пункт анкеты – уровень вашего оконченного образования на данный момент. Согласно правилам лотереи, ваше образование должно соответствовать американскому high school и выше, что в переводе на наше оконченное среднее или выше. Если вы закончили колледж, ПТУ, университет, аспирантуру или докторантуру, указываем самое высокое. Если вы окончили среднюю школу, а в данный момент учитесь в университете, но все еще его не закончили, соответственно указываем только среднюю школу, то есть High School Degree. Я же выберу University Degree и двигаемся дальше. Пункт номер 14. Ваше семейное положение на данный момент.
В этом пункте очень важно правильно указать ваш семейный статус, иначе вы будете дисквалифицированы. На выбор вам даются такие варианты. Не состоите в браке. В браке и ваш супруг или супруга не является гражданином Соединенных Штатов. В браке и ваш супруг или супруга является гражданином Соединенных Штатов. Разведен. Вдовец или вдова. И последний пункт – не разведены, но официально проживаете отдельно. В наших странах такое понятие юридически не оформляется, поэтому его точно не выбираем, если не получали официальный документ. Я же выберу в браке, но не за гражданином США, чтобы показать, как заполнять анкету на вашего супруга или супругу. Ну и наконец-то последний пункт первой части анкеты – это пункт номер 15 – количество детей. Согласно законодательству США и правилам лотереи, в этом пункте вам необходимо указать количество всех ваших биологических детей от текущего и предыдущего браков, детей, которых вы усыновили, а также детей вашего текущего супруга или супруги, чьим отцом вы не являетесь, даже если дети не проживают вместе с вами и не планируют получать иммиграционную визу и ехать в США вместе с вами как зависимые лица. Исключение составляют только дети, достигшие 21 года, а также дети, состоящие в браке, и дети, уже являющиеся гражданами США. В таких случаях детей указывать не нужно. Если вы не укажете кого-то из детей, такие действия приведут к дисквалификации на этапе обработки ваших документов или в момент прохождения интервью. Если детей у вас нет или все дети старше 21 года или состоят в браке, пишем 0. Я же выберу одного ребенка, чтобы показать, как заполнять анкету на ребенка. Нажимаем синюю кнопку Continue и переходим к следующей части анкеты. Если вы не состоите в браке и у вас нет детей младше 21 года, то вы сразу переходите к проверке заполненных данных вашей анкеты. А если вы указали супруга или детей, переходим ко второй части анкеты, где будем заполнять данные на них. Кстати, после нажатия кнопки Continue может произойти сбой и страница не загрузится. Это происходит из-за большого количества участников. Сервер просто не выдерживает нагрузки. Ежегодно такую форму заполняют более 14 миллионов человек, и все они делают это в течение одного месяца. Так что советую вам заполнить анкету не в последние дни, а заняться этим сразу после открытия регистрации, чтобы не упустить возможность. В таком случае можно попробовать нажать кнопку «Назад» в браузере, и если ваша форма сохранилась в истории и уже заполнена, снова нажать «Continue». Если все равно не выходит, можно подождать и попробовать заполнить форму повторно через несколько часов или на следующий день. В этом случае вам и пригодится заметка, в которой я предлагала записать все ваши данные при первом просмотре видеоинструкции перед началом заполнения. Если все прошло успешно и вас перенаправило на следующую страницу, переходим ко второй части анкеты – заполнению данных на зависимых лиц. Пункт номер 14 – имя вашего супруга или супруги. Указываем фамилию и имя вашего супруга или супруги на английском языке. Требование иметь загранпаспорт на момент подачи заявки распространяется только на главного заявителя, так что если у супруга или детей загранпаспорта нет, имя и фамилию указываем на английском, предварительно ознакомившись с правилами транслитерации в интернете. Если же загранпаспорт есть, данные переписываем из него. Ставим галочку No Middle Name и двигаемся дальше. В следующем пункте вписываем дату рождения в формате месяц, день, год. Выбираем пол супруга, город и страну рождения. Затем добавляем фотографию, которая также должна соответствовать всем необходимым требованиям. Как вы видите, данная часть анкеты аналогична той, в которой вы заполняли данные на себя. Закончили пункт 14. Если вы не указывали детей, нажимаем кнопку Continue. Если же дети у вас есть, заполняем последний, 15 пункт. Вписываем фамилию и имя ребенка, поставив галочку на No Middle Name. По аналогии с супругом, если загранпаспорт у ребенка есть, данные переписываем оттуда. Если нет, вписываем самостоятельно, предварительно ознакомившись с правилами транслитерации. Указываем месяц, день и год рождения ребенка. Выбираем пол, город и страну рождения. Добавляем фотографию, которая также должна соответствовать необходимым требованиям. Если вы указали двоих и более детей, соответственно, заполняем всю информацию и на всех остальных детей. Закончив с этими пунктами, нажимаем Continue и переходим к заключительной части анкеты.
На данном этапе система дает возможность перепроверить все внесенные данные на заявителя и зависимых лиц. Внимательно посмотрите все пункты, и если найдете ошибку, нажмите на кнопку Go back to part 1 или Go back to part 2 и обязательно их исправьте. Если ошибок нет и вы заполнили все верно, нажимайте зеленую кнопку Submit. Вот и все. Следующая страница будет выглядеть так. Нажмите на кнопку Print в правом верхнем углу страницы и сохраните электронную копию себе на компьютер, а также скопируйте на флешку. А еще запишите ваш Confirmation Number и Digital Signature на лист бумаги, в документ на компьютере, сделайте скриншот страницы и дополнительно отправьте все эти данные на электронную почту. В общем, сделайте все возможное, чтобы эти данные вы точно не потеряли, потому что они вам понадобятся только через полгода, и за это время произойти может все, что угодно. В случае утери данные можно будет восстановить на указанный электронный адрес, но зачем вам лишние заботы? А теперь, как и обещала, коротко о требованиях к фотографии. Как и в случае с вашими персональными данными, если фото не будет соответствовать установленным требованиям, вас дисквалифицируют, так что к подготовке фото надо отнестись не менее серьезно. Проще всего обратиться в фотосалон, уточнив, что вам необходимо фото именно на анкету для участия в лотерее Green Card. А вот чтобы сделать фотографию самостоятельно, воспользуйтесь этой инструкцией, а затем проверьте получившийся результат на сайте dvprogram.state.gov в разделе «Пример фотографий». Кстати, у нас есть крутая пошаговая видеоинструкция на тему того, как правильно сделать фотографию в домашних условиях самостоятельно. Ссылка на нее сейчас появится в правом верхнем углу и в описании под этим видео. Вот и все, друзья. Надеюсь, информация была полезной и вы справились с заполнением анкеты без труда. Кроме того, на нашем канале мы постоянно публикуем самые свежие новости на тему лотереи Green Card и отвечаем на все самые важные и интересующие вопросы по заполнению всех других анкет и сбора документов для получения иммиграционных и неиммиграционных виз в США. Вся информация удобно рассортирована в тематические плейлисты, так что советую с ними ознакомиться. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.